Ну, что бы вы хотели знать? Когда у нас тема была «Начинается египетский мужчина». Это Ты сколько лет в Египте? Давай два, недолго, два. 2 Но года, за да? 2 года у меня очень много знакомых, друзей, и женщин, и мужчин из разных городов. Асуан, Каир, а, Порт-Саид, ну, отовсюду, много, правда. И Шарм-эль-Шейх, и везде. Знакомых, да? Египтян, да? Да, и девушек египтян, и русскоговорящих, и, не знаю, англичанок, немок. Всех. Очень много. То, что я человек такой коммуникабельный, добрый, как бы я умею общаться. Начнем с того, что я работаю в бьюти-сфере. И приходят девочки ко мне, девочки, девушки, женщины. Моя процедура идет 4 часа, и нам за 4 часа можно обговорить все. И они мне рассказывают свои истории. Вот. Чем я хочу с вами поделиться? Давай. Мои зрители это очень любят, Да? прям вообще. Ну, знаете, в общем, сказать про египтян, в общем, не говорю, там кто-то хороший, кто-то плохой, как у них модно тоже говорить, в каждой нации есть люди хорошие, есть плохие. Да, раньше я тоже так говорила, но сейчас немного изменила свое мнение. Почему? Потому что египтяне, не обязательно арабы, а египтяне, говорим про египтян, потому что мы в Египте находимся. Это тоже разные люди. У них течет кровь. Их не воспитывают. Понимаете, не от воспитания зависит, у них течет кровь. Кровь обольщать женщин, говорить красиво, обманывать, естественно. Добиться женщину, понимаете, любым способом. Когда девушка приезжает с России, с Украины, с Беларуси, у нас такого нет. У нас нет слова люблю, 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 люблю. Нет, есть единицы, да, там, а у них это всегда. У них есть слово клянусь. Это у них просто через слово, Да, как да, у нас, да. извиняюсь, слово блядь, например. Ну так это. Да. Вот. И поэтому они могут любую женщину, любую, умную, хитрую, хоть какую, соблазнить. Это правда. Тем более, посмотрев им в глаза, у них очень красивые глаза, но не устоит никто. Конечно, сейчас будут обсуждать меня девушки, которые умные такие, или которые не пробовали, потому что они не пробовали. Как, знаете, ой, я не ем оливки, ты их пробовала? Нет, не пробовала. Да. Попробуй. Так, ну так давай расскажи нам какую-то историю. Ну, давайте. История такая. Это я не про себя рассказываю. Да, ну про знакомую. Про знакомых, да. Девушка познакомилась в Фейсбуке. Обычно в Египте, у нас в России такого нет, у нас Инстаграм там или Контакт или что-то. Здесь Фейсбук. Прямо это и чат знакомств, и объявления, и я не знаю, вообще просто это сердце Египта, Фейсбук. Вот, она давала объявления по работе, и ей писала миллион мужчин, потому что они отслеживают, кто новенький на Фейсбуке. Как они это делают? Как? Ну как? Ты зарегистрировалась, да. Попала в группу Хургада, например. Ну? Все, попала в группу, там египтян мужчины. И они начинают тебе посылать Как дружбу. они знают, что новое? Так они всех уже знают. Кто тут живет? Да, конечно. Они знают, кто постоянно в этом Фейсбуке. А раз новое лицо появилось, да все. ты что? Это как будто кружок. Мне какой-то. просто это очень интересно, да, как они отслеживают в Инстаграм. Они прям сотнями, войска. Да. Новые. Сразу. Вот. И ловят друзья, там приглашают, друзья друзей, и вот так вот и пошло. 5 тысяч, 10 тысяч людей, правда. А новенькая женщина, девушка, там, она не понимает, берет там друзья и начинает писать на мессенджер. И там роза, луна, перец, жасмин. Это классическая правда. Перец, жасмин. Да, я вначале удивлялась, думаю, какие романтики. Да. Вот, это у них я не знаю, их в школе так учат или не. Я думаю, что в крови у них, им учиться вообще не надо, они и практически не учатся. Ага. Точно. Хотя говорят, что университеты закончили, но говорить они много говорят.
Вот. Ну и в очередной раз девушка знакомится, ей пишут. Роза, Жасмин, Луна. Она начинает привыкать к этим словам, и ей становится неинтересно. И тут появляется мачо, так скажем, который не говорит этих слов, который с хитростью подходит и спокойно вызывает ее на разговор, но серьезный. Я такой-то, такой-то, мне 50 лет. Я хочу серьезных отношений. Они, кстати, все пишут сразу: я хочу жениться. Да. Это что означает? Жениться. Это что значит? Расскажи. Что они предлагают жениться, я тебя люблю. Это означает, что он хочет с тобой заняться сексом. Все, девочки, больше ничего. Не клюйте на эти слова. Ну вот, продолжим историю. Да. Она заинтересовалась в нем, потому что он не как все египтяне. Угу. Он начинает говорить, что он бизнесмен. У него есть деньги, у него есть квартиры, и не в одном городе Египта. И начинается переписка. Переписка, она начинает ему верить. Она прилетает в Египет, он встречает ее в аэропорту. Она не влюбилась в него, нет. Ну, это по ее рассказам. Угу. Но он начинает ухаживать. Он начинает ухаживать так. Вот знаете, как собачонка между ног. Просто вот так. И цветы, и рестораны. Ну, все для нее, все для нее. Она снимала квартиру здесь. Он ей предложил не снимать, потому что у него много квартир, и он не хочет, чтобы она платила деньги за эту съемку. Он хочет он ей хочет помогать. Заботиться. И неважно, будут они вместе или не будут, как друг заботиться. Джентльмен. Ой, так они любят говорить. Да, джентльмен. И еще говорит: клянуся. Клянуся, да? Да. Это такое забавное слово. Теперь мне смешно это. Когда они говорят вот это клянусь, да? Это вообще, это их любимый, причем у всех. Да. У молодых, у старых, у всех. Да. Я не знаю, они какой-то у них есть словарь слов, где вот эти роза, жасмин, луна, перец, клянусь, я люблю и женюсь и так далее. Да. У них есть такой словарь, видимо. Не знаю, не видела, правда. Угу. Вот. Сейчас я маленько выпью, а то у меня в горле пересох. Давай, пей. Чтобы рассказ был поинтереснее, надо выпить. Так вот, он начинает ухаживать за ней, а она начинает влюбляться в него. Ну, потому что... На каком этапе? Это же все быстро. В Египте же быстрая жизнь. Это же не как год, два, нет. Неделя. Конечно. Потому что с утра до вечера он все ей помогает. Кстати, да, они если появляются, это так очень сильно появляются. Да. Они заполняют пространство. Да, невозможно не спать, не ездить. Все, потому что тебя привезут, покормят. Или привезут тебе еду. Да. делают. Это, кстати, себе запишите, девочки. Это красиво. Я, допустим, после России, для меня, допустим, вот эти вот ухаживания, прямо интересно. Это кажется, что такого в жизни никогда не было. Но вот девчонки и клюют на это. В общем, он ее уговаривает. При этом говорит, она, естественно, интересуется, женат он или не женат. А в моем случае я всегда спрашиваю паспорт. Правда? Да. Она в этот раз не спрашивает. Может, она вообще не спрашивает, не знаю. Он говорит, что у него 2 детей. Он не из Хургады, с другого города, не буду говорить из какого. И жена умерла. Причем она интересуется, от чего она умерла. Он говорит: рак груди. Вы представляете вообще? Я слышала подобное. Да. Он христианин. И в Египте христиане женятся 1 раз. Развестись, это тоже на заметочку, развестись можно при том случае, если есть видео доказательства измены. Это приносится в церковь. Вообще они видео, да, только видео. Они так не разводятся, не разведут их. Вот. Но она тут ему сочувствует, понимаешь? Дети вроде как взрослые. Он ей начинает говорить: я тебе открыл душу, ты мне просто, я о такой мечтал.
и я хочу жениться на тебе в церковь. Ты пойдешь в церковь? Она ему отвечает, говорит, ой, это же раз навсегда. Он говорит, да, подумай еще раз, потому что я хочу раз и навсегда. Да ты что? Да, он возит ее по церквям, показывает, узнает все. То есть все идет к тому, что... Это знаешь, как называется в психологии? Когнитивное искажение. Да? Заставить твой мозг работать Да. в ту сторону, которую надо. Ты знаешь, люди наркоманы, они манипуляторы. Да? Ага. Они могут тоже манипулировать. Да. Но это хуже наркоманов. Это реально, это хуже наркоманов. Вот. Я никого не хочу обидеть, кстати. Нет. Мы просто говорим да, правду. просто правда жизни. О жизни, да. Не все ее скажут, кстати. В общем, он уговаривает ее, и она переезжает к нему, он ее переводит. Но он предупреждает, что он работает в разных городах, и ему приходится уезжать. Ну, естественно, дети там без мамы, бедные, несчастные. Вот. А девушка, кстати, рассказывает, когда заехала к нему в квартиру, у него очень шикарная квартира. Она говорит, то хочу, там, ну, у каждой хозяйки свои какие-то цели там в жизни. Не цели, а как назвать, ну, те же кастрюли свои хочется, да, там, чтобы готовить, чтобы делать приятное своему будущему мужу. И удивить его русской едой, в конце концов. Он все едет, все покупает. Все, что надо, все в дом, понимаешь? Все, что тебе нужно, все тебе вот давай это. В общем, просто она говорит, я такого никогда не видела в жизни. Мне это, конечно, обольстило, это приятно. Она начала влюбляться в него. Причем возраст, допустим, 45-50, женщины или девушки, хотите, влюбляются в действия, в ухаживание, как правильно, да. Мы уже не влюбляемся, как он выглядит, как в тело, да, какой-то он сексуальный или не сексуальный. Нам хочется действий, потому что у нас уже есть опыт. Мы с первого взгляда не влюбляемся. Ну, я не знаю, может быть, кто-то еще и влюбляется, и в 70, и в 60 с первого взгляда. Я нет, например. Вот, это я так в общем говорю. Да. Все, он ей все делает, она живет у него месяц-два, он приезжает, уезжает, приезжает с цветами, все красиво, все прямо там, каждый день на видео. Причем он там где-то с сыном или с кем дома ночь приходит с работы, он на видео, на работе он на видео. То есть, все понятно, что ты у него одна единственная. Все доказательства есть у него. Есть. Да. Проходит месяц-два, ей срочно нужно улетать. Она улетает, у нее заболела мама. Она улетает в Россию. Тем временем этот мужчина заболел тоже, в своем городе уехал. Заболел очень жестко, ему сказали, что у него рак. И эта девушка, спасая маму там, плачет о нем. Потому что мы же люди все-таки, и тем более она полюбила его. Ты была с ней, поэтому все так, помнишь. Да, конечно. Она мне прямо рассказывала. Мы также сидели с ней, она мне рассказывала все, конечно. Вот. И она разрывалась между двух огней и не знала, что делать. В ту очередь он ей на видео звонил, писал, что я заболел раком, все мои мечты, с тобой рухнули просто в один день. И я хочу сделать тебе подарок. Уж не знаю, там какой ей подарок предложили. Опять такое, знаешь, это. Да. И она еще такую ситуацию рассказала. Говорит, я, плачу, мама тут умирает, он умирает. И у меня разрыв сердца. Я плачу, каждый раз ему звоню, говорю, что, как с тобой? И тут он перестает разговаривать, что все братья уже собрались, все там родственники, дети приехали. В общем, как будто прощаться. И потом раз и замолкает. И она говорит, я не знаю, к кому обратиться в Египте. И она начинает звонить его друзьям и просить, чтобы они позвонили ему, потому что, чтобы не с российского номера, там все тяжело так. Они позвонили ему и перезванивают ей и говорят, он смеется, нормально все. Она удивляется, конечно, и не верит, потому что она вся в слезах. В общем,
Через месяц она покупает билеты. Мама, у нее как бы все встало на ноги. Она покупает билеты, чтобы быстрее к нему. И говорит, буквально на выходе с сумками уже в аэропорт приходит смс от него в WhatsApp или там куда, с такой петицией, что я не знал, как тебе сказать, я женат. И женат 20 лет. И жена и вовсе не умерла, девочки. Это прямо через каждого. Вот у них все умирают жены. Это вот Да. Я не знаю, в России такого не встречала, правда. В общем, она говорит, я, конечно, окаменела, говорит, ну, лететь, билеты, все. Я говорю, прилечу, поговорим. Все, летит, он ее встречает в аэропорту. И он очень изменился за этот месяц, как бы, говорит, вообще поменяли человека. Он стал жадным, жестким, не стал покупать все просто, все в точности наоборот происходит. Она ничего не понимает. Он как бы там, пожалуйста, да, живи там, опять месяц-два проходит, там праздник, Новый год проходит, все красиво. Он объясняет, что они не жили с женой 4 года, и он наврал, что он женат потому, якобы, что ты бы не согласилась встречаться с женатым мужчиной, а я очень тебя полюбила, очень хотела и так далее. Ну вот, еще раз заметочка, они очень любят русских, белых, русскоговорящих, белорусов. И они сделают все для того, чтобы они попали к ним в постель. Не жениться, а в постель. Есть случаи. Ну хорошо, и что дальше? Постели что? Просто так вот он в ее памяти останется придурком. Месяц-два и другая. Так он в ее памяти останется придурком. Ему это абсолютно не важно. Важно то, что у него каждый месяц меняется женщина. И? Ему это кайфово. Слушай, я хочу сделать передачу, сейчас собираю информацию на то, что меняют женщин слабые мужчины. Хочешь? Слабые мужчины. Слабые. Еще раз могу сказать, у него, как это в психологии называется, комплекс Наполеона. Он небольшого роста. И вообще у египетских мужчин, у всех комплексы, они хотят владеть всем. Мои мысли, не знаю, у кого какие, я думаю, что у них нет ласки с детства, у них нет воспитания, понимаете? Любви нету, да. Их рожают, просто рожают там по 3, 4, 5, 6, там, машину сбила, ну и ладно, еще есть дети. Их родили, вот просто вы бы, во-первых, у них там передумали на другое, просто у меня подружка сейчас беременная, и мы спрашиваем, кто рожал, кто что, даже кесарево просто делают и в этот же день выписывают. Если заплатил деньги, день можешь полежать. Жестко. Родили, чик, до свидания, родили, чик, до свидания. И я просто вижу египтянок, вот с такими ребятишками, не знаю, 7-месячными, 8-месячными, они вот кукленка несут. И он только начал ходить, он и на дорогу выбежит, и туда, и сюда. Ну, в общем, понятно, что их не воспитывают абсолютно. Есть, не все, конечно, есть, конечно, семьи, которые добиваются, чтобы они закончили университет там, и так далее. Да? Есть там доктора, преподаватели и так далее. И то такое ощущение, что они все в России учатся. Есть ученые, есть. Есть, конечно. Это, знаете, может, 15% из 100. Сколько? 15, да? Конечно, потому что, мы можем вот даже здесь. У нас нет, я думала, там нет 15. У нас вот здесь сегодня мы сидим, ни 1%. Понимаешь, о чем я? Да. Вот. В общем, дальше рассказываем историю интересную. У меня их много, кстати. Да. Все, она его прощает, потому что она его любит. Все, у него настроение то такое, то любит, то не любит, то любит, то не любит. И также он, значит, говорит ей, мы жить вместе не будем, так как может жена приехать. Я тебе оплачу на год вперед квартиру, и когда я буду приезжать, ты будешь со мной приходить, будем вместе. Потому что я боюсь, это подсудное дело в Египте. Кстати, подсудное дело только для женщин. Вчера я, кстати, узнала, я общалась с судьей в Каире.
спрашивала в разные ситуации, он сказал, это для информации. Да, да, да. Я говорю, мужчина, христианин, обманывает женщину, таким образом говорит, что жена умерла, домой, дома живут женщины, есть доказательства. Что ему будет, если в этом случае? Ничего. А если женщина так сделает, ее в тюрьму посадят. А мужчине можно. Неважно, христианин, мусульманин, неважно. И про орф и брак, когда говорим, да, там что-то, ну, это такое показательное выступление в Египте. Это, знаете, у них, они любят работать на камеру. Да, 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 да. То есть куда-нибудь приезжаешь, там, в Эльгуну, там, или Сахал-Хашиш, да, просто смотрят, чтобы камера увидела, что они работают. Они даже, вот я с балкона смотрю, они даже бассейн моют на камеру. Понимаете? Не от того, чтобы чисто было, а вот что они сделали, это деньги заработали. Вот. В общем, пропускаем там эти моменты всякие, истерики, слезы, радости. Она рассказывает дальше. Они опять нет-нет, редко встречаются. Он оплачивает ей квартиру, помогает там с продуктами. И прямо вот буквально, говорит, неделю назад встречались. Прихожу, говорит, делать ногти. Начинаем разговаривать с мастером. И выясняем, что за ней ухаживает этот человек. Да. То есть по фотографиям, начали по именам, потом по фотографиям. Да. Ну, девчонка говорит, я, говорит, вообще в шоке. А что он вам говорит? Он говорит, он хочет жениться, предлагает на церкви жениться. Говорит, что у него один ребенок, не два уже, один. И что жена умерла. И, говорит, и он души не чает мне. Говорит, я, говорит, когда тебя типа увидел, у меня душа вся вот горит. Я знаю, это ты моя мечта. Да. И все вот одно и то же, понимаете? И кроме этого, говорит, эта девушка, которая делает ей ногти, маникюр, говорит, что у нее есть сестра на Фейсбуке, и он ей пишет то же самое. Жена умерла, ты моя душа, я хочу на тебе жениться и так далее. Ну, в общем, все слова вот эти вот, то, что он говорит всем абсолютно. И опять возвращаясь к этой девушке, она говорит, когда отношения у нас прервались, но я жила, говорит, у него, он вдруг начал приезжать там с другого города и работать по вечерам. Причем одевается очень красиво, в 10 часов выходит, к примеру. Но здесь позднее вообще время, здесь в 10 только начинается гулять. Да. И, говорит, уходит. Я, говорит, подозревала, почему ты красиво одеваешь? Он говорит, работаю. А какая работа? Он говорит, ну, по отелям мне надо договора подписывать, деньги забирать, то есть я с менеджерами. И она говорит, он мне, говорит, встретил в аэропорту и приехал в 2 часа ночи, бросил. Я, говорит, не знаю, ревела там, вообще не понимала, в чем дело. А через день в 5 утра пришел в работу, и вот такая работа у него началась. Угу. А теперь, говорит, я все сопоставила, то есть я сейчас живу отдельно, говорит, я все вернулась к своей жизни, вернула свою гордость, начала жить красиво. Говорит, я теперь понимаю, он пишет везде, он знакомится, у него какая-то, наверное, психологическая болезнь, это реально, потому что люди такие, вот вернусь, она говорит, Наташа, говорит, она мне рассказывает, он, говорит, стоит перед зеркалом и говорит, ой, какой я красивый, ой, я тебя так люблю. Я думаю, что это что-то ненормальное. Но он бизнесмен. Но бизнес, он такой, его можно вести, господи, в Египте тем более. Слушай, а у психопатов это... Ты знаешь, что у них интеллект высокий? То есть они могут бизнес делать легко, но там просто патология в лимбической части головного мозга. То есть это, по сути, это, знаешь как, рептилоид. Я думаю, что да, что-то у него ненормально, потому что она говорит, я начинаю чувствовать себя тоже какой-то... Странно. Тогда, да. То есть я ему начинаю поддакивать, да, красивый, да. И понимаю, что я обращаюсь с ним как с дурачком. Ну так они и есть дурачки. Знаете, как будто маленький мальчик, который вот, не дорос, мозг остановился. Да. И вот он сейчас там в 50 лет вот так говорит. Ну вот, и она, значит, придумала такую версию, что
Причем она рассказывает, говорит, в телефоне у него все заблокировано абсолютно. Сам телефон, WhatsApp, Facebook, Messenger, все везде в блоке. Даже у него в Фейсбуке страница от скрина, все скрыто. Ну, понятно. И друзей не видно. Все У них вообще. целая военная база вот этих СМС, Да. мессенджеров. Да. И она говорит, я, говорит, хочу просто, немножко поиграть и вывести, не то, что его его не исправить, потому что, Это заболевание мозга. Да, это заболевание. А девчонок предупредить. Да. То есть я хочу, говорит, выставить его вот эту страницу, которую, говорит, сфотографировал, не отскринила, а сфотографировал на другой телефон. Анонимно выставить девушке, кто вообще общался, кто встречался с этим человеком, напишите. Угу. И прямо создать вот такую публикацию. Ну да. Потому что таких людей, это опасные люди. Понимаете, она сильная девушка, да? Женщина, взрослая, 50. Она сильная, она это выдержала. А другие могут не выдержать. Она говорит, я плакала, я начала курить. Я курила по 2 пачки в день. У меня заболели легкие. То есть была вот такая проблема. А у нее 3 месяца было ужасных. То есть, допустим, вот те 2 месяца было счастливых, а вот этих 3, это всего было, полгода, считайте. Да. История сейчас не закончена, потому что она же хочет продолжить все это, вывести его на чистую воду, как бы. Наверное, получится у нее, потому что у нее столько сил, а она зарядилась от этого, понимаете, от этой информации, то, что он делает это со всеми, и причем он из церкви не выходит, он верит в Бога и постоянно как хочет Бог. Еще, кстати, плюс к словарю, как хочет Бог. Иншалла, да, там у них. Да. Что у турков, что у египтян. Слушай, а ты знаешь на самом деле, что если какой-то мужчина делает какие-то действительно гадости, можно пожаловаться в полицию, несколько жалоб, и его в Хургаду не пустят. А как его не пустят? У него тут 3 квартиры, допустим. Какое-то будет Ты понимаешь, предупреждение. вот опять же... Какое-то предупреждение будет. Она и говорит, он что-то чего-то побаивается, расплатит за квартиру, понимаешь? Они побаиваются разоблачения. Что все будут знать, они же должны, так будут знать. Так будут, а они держат типа имидж. То есть они в одном месте держат имидж, а в другом месте они идут проявлять садизм свой. Это вот прям моральный садизм. Да. Психоэмоциональный. Это еще хуже, понимаете? Да. Когда человек, допустим, меня не знаю, я не испытывала, меня не били никогда в жизни. Это психопатия. Да, это хуже, чем 1 раз физического удара. Да. Мне так, на мой взгляд, потому что я как бы не получала никогда. Когда мозг вот так, извините за выражение, засирают, а потом выбраться из этой ситуации очень сложно. Он погружает тебя в свое состояние, в свой морок. Да. То есть он живет... Он под себя подгибает. Он живет в этом состоянии, это его это обычное состояние. Да. И он просто погружает тебя. Вот представляешь, в эту грязь. Поэтому с ними надо закрывать раз и навсегда. Это отношения токсичные. И это понятно. Мы теорию все знаем, как бы, да, девушки, женщины, мы теорию знаем. Мы попадаемся на эти уловки. Нам тоже, видимо, не хватает вот этого мужского внимания. Хотя сейчас я понимаю, допустим, я уже там все равно знакомилась, и встречалась, и дружила. И я понимаю, насколько русские мужики... Пускай алкаши, не алкаши, не знаю, такие, которые любят выпить или любят матом поругаться, или жестковатые, все-таки какие они классные. Да. В том смысле, что они, извините, скажу, не пиздоболы. Да. Я люблю наших мужчин. Да. То есть они лучше промолчат, они не скажут, что я тебя люблю, они будут действовать. Да. Это, конечно, их немного, таких мужчин. Есть там и пиздоболы, и все. Но это там уже... У меня понятно, за 50 лет вот такого вообще не встречалось, как вот в Египте вообще эти ситуации. И я теперь понимаю, думаю, нет, русский человек, да даже не русский, там и еще какой-то, там белорусы, есть там хитрые и нехитрые, но в общем я говорю, что все-таки наш народ русскоговорящий, он лучше.
Прям вот так. Да, да, да. Да, согласна. египтяне красивые, правда. А кто-то говорит, ой, нет, арабы, нет, нет, нет. Да, девчонки, правда, они красивые. Но для меня они очень красивые. Есть, конечно, которые там из деревень там, или бедуины там, или еще что-то там. Ну, я на них и как бы не обращаю внимания. Мгм. А есть, ну, вот парни, вот даже возьмите парня, официант. Вот вы посмотрите им в глаза. Вы утонете. Слушай, а я не тону ни хера, никогда. А ты плохо в глаза смотришь. Я даже не, мне они настолько неинтересны, что я даже не всматриваюсь. Тебя они просто остопиздили уже. Не, дело в том, что, понимаешь, я мужчину ценю исключительно за интеллект. Вот. А что он мне расскажет? Нет, нет, конечно, это понятно. Нет, я сейчас говорю про увлечение вот Увлечение. сексуального, да. Но женщины... Они меня не вставляют. Ну, значит, что-то со мной не то. Ты потому что постоянно работаешь. Так они меня не возбуждают. Ну, это не они, а другие. Не Ну, пока возбуждают тоже. никто. Пока только вот за 5 лет я только вот изучила психиатрию. Вот. Потому что ты изучаешь психиатрию вот эту. Поэтому ты всех считаешь... Психиатрии, слушай, да, нарциссизм и психиатрия. Зато я, знаешь как, я главный специалист в Египте. О, про нарцизм. Вот смотри. Мужчины. Да. Мы идем по Хургаду, допустим, да? Смотрим, у них много салонов красоты, много. В большей степени мужских. Да. Одни мужчины сидят. Мужчины через день, каждый день сидят. Они такую красоту наводят. Да. Они бреются там под, не знаю, лекала, всякие такие штуки. Они любят одеваться, они любят себя. Понимаете? Женщины египтянки, им важно, ну, которые такие вот продумаски, им важно, золото нацепили, красной помадой накрасились, платок захерачили и пошли. Я не счастливую египетскую семью. Просто стабильность. Просто муж, жена, дети. Все, жена, дети, муж отдельно. Да, каждый живет своей жизнью. Да. Нет, тут нету. Ну, да, есть, знаете, как... В нашем понимании счастливая женщина здесь нету. Нету. Я не видела глаза горящие, я не видела... Просто есть те, которые приспосабливаются. Да. Вы знаете, я, допустим, на пляж хожу, да, хороший пляж. Приходит, ну, так скажем, негр. Здесь тоже негры есть. Это Африка. Африка? Детка. Да. И девчонка молодая, русскоговорящая, у них 5 детей. 5. Причем такие. И все черные. Девчонки, мальчишки. Она лежит расслабленная. Он бегает с этими детьми. Причем он такой, знаешь, баскетболист. У меня подружка прилетала, мы всегда, ну, естественно, нам же хочется обсудить, посплетничать, там, о, какая семья. Такое ощущение, что они где-то познакомились, он говорит по-русски, они познакомились, может, в России, учились все вместе. Вот я вижу девочку, да, ей пофиг, я тебя родила, водись. И он нянчится, он бегает, играет с этими детьми, он все везде говорит, дети говорят по-русски, негритосики говорят все на русском языке. Встречаются. Ну вот за все лето я один раз видела вот эту семью. Ну как бы. Остальные там египтяне, там уже все неважно. Да. Они же, знаете, как я, допустим, приду на пляж, приходит египетская семья, муж, жена, там те же 5 детей. И мне кричат, можно фото? Я думаю, они просят меня сфотографироваться. Нет. Муж просит, чтобы я с ним сфотографировалась, а его сфотографирует жена. Понимаете, насколько неуважительное. Ну, для них это женщина, чтобы родила. И еще такой интимный вопрос. Интимный я вам сейчас расскажу. Тоже будет интересно. Почему нет счастливых семей? Смотрите, здесь еще есть такое, что мужчины-египтяне, у которых мало денег, а жениться надо с деньгами, они сексом не занимаются. 35. У меня есть знакомые хорошие финансисты, работают в банках, люди с высшим образованием. 32, 35 у них не было секса. У мужчин, запомните, у мужчин. Не могу, потому что надо жениться. Я говорю, слушайте, теперь вывод такой. Ну, я по российским меркам сужу.
ну и по украинским, и по белорусским, ну это просто, наверное, это естественно, а уже будучи взрослая. У нас там выходит замуж по залету, у нас редко кто выходит, целые девочки, правда? Ну, сейчас такое время. Здесь же они и мужчины, и девушки выходят, ему 35, пускай ей там 20-25, наконец-то они нашли друг друга, в деньгах все хорошо, они женятся, и никто не умеет заниматься сексом. Вы понимаете? И никто никого не может научить. Мгм. Все, не становится неинтересно. Мужчины, попробовав, начинают искать другую жертву. Жена есть жена, а уже не разведемся. А если это мусульмане, если есть деньги, то они могут еще же там еще троих, на троих пожениться. Вот они начинают, вот, для них иностранки, все иностранки, и русские, и французские, и немки, и англичанки, это как хлеб для них. Они знают, естественно, когда туристом ты являешься, приезжаешь отдыхать, ты выпиваешь, куришь, веселишься, не знаю, эти глаза напротив. Да, То да, есть, да. естественно, тебя это захватывает. Да. А еще молодые. А есть молодые мальчики, 25 лет. Они врут, что ему 35, а им на самом деле 25. Они готовы. Они тебя будут любить, ласкать и в 50 лет, и в 60. Но главное, во-первых, не все за деньги. То есть здесь практиковано, что приезжает женщина, ну, это ее тоже выбор, да, это тоже нормально. Ну, допустим, у меня бы в 70 были деньги, что бы мне 25-летнего этого не купить? И пускай бы он меня и ходил со мной, и гулял, и веселил, Да, и да, да, любил, да, да, да. это же нормально. Да. Ну, это вообще-то счастье, Да. в общем-то. Ты себя чувствуешь молодой. Да. А есть парни, вот эти вот 25-летние, которые с взрослыми тетеньками, не из-за денег, а только из-за секса. Мгм. Понимаете? То есть и они знают, что они еще не женились, у них нет денег. Пусть хотя бы на таком уровне, но они воспользуются сексом, понимаете? Вот. Ну и осчастливят женщину. Ну да. Представьте, молодой 25, там и 50. Да, Это да, же да, счастье, да, ну, да. на самом деле. Конечно. Давайте не будем стесняться. Да, 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 однозначно, однозначно. Ну что ж, на сегодня все. Если видео было вам полезно, вы можете меня для обмена энергиями отблагодарить, нажав сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму инвестицию в мой проект. А я буду с вами прощаться. До скорых встреч в Египте. Пока-пока.